Всем привет! Сегодня хочу показать вам способ ремонта бензонасоса Renault Logan 1, а также в целом рассказать о причине, по которой автомобиль перестал заводиться. С учетом того, что вы уже скорее всего заметили сопутствующий признак, который заметен при повороте ключа зажигания, после чего бензонасос не качает. Итак, первым делом дергаем капот и находим блок с предохранителями. Ваша версия блока может немного отличаться от того, что я показываю, но не сильно. Находим предохранитель F03, как у меня указано на картинке, и проверяем его целостность. Далее проверяем реле под номером К5. Как же его проверить без каких-либо инструментов? Да просто поменять его с любым идентичным, находящимся рядом. Если все-таки здесь ничего не помогло, то идем, поднимаем заднюю сидушку, открываем крышку, где находится бензонасос, и находим здесь контактную группу, подсоединенную к бензонасосу непосредственно. Далее отжимаем маленький язычок, выделенный красным, и снимаем контактную группу. Далее проверяем контакты на предмет окислов и подгорелостей. Если что-то есть из перечисленного, хорошенечко зачищаем контакты, ставим контактную группу на место и снова проверяем, заработал ли бензонасос. Если это не помогло, далее нам понадобится мультиметр, чтобы проверить, приходит ли вообще на контактную группу какое-то напряжение. Мультиметр подойдет любой, в моем случае вот такой. Ставим его на 20 вольт постоянного тока, включаем, берем щупы и находим эти два контакта и вставляем в них щупы. Далее вам понадобится помощник, который будет в замке зажигания поворачивать ключ, а вы в это время будете снимать показания с мультиметра. В этом случае на какое-то совсем недлительное время должно появиться 12 вольт. Может быть на секунду. И если напряжение есть, то, увы, виновник этого всего бензонасос. Теперь нам нужно будет его извлекать. Для этого нам необходимо снять шланг, зажав две кнопки по краям шланга и сдернув его. Далее откручиваем пластиковую гайку, находящуюся по периметру бензонасоса. Если вдруг руками у вас это не удается сделать, как это было у нас, то можно использовать два гаечных ключа. Один берем и ручками зажимаем эту гайку, а другой вставляем между ручек и используем его как рычаг. Но далее вы с легкостью сможете уже окончательно проверить моторчик. Сделать это можно, не разбирая бензонасос. Просто находите две клеммы, идущие к моторчику, снимаете их, берете два провода, желательно подлиннее, одеваете их на клеммы, как правило плюс и минус подписан, и берете любой 12-вольтовый аккумулятор и напрямую подсоединяете к нему. Лучше всего бензонасос опустить хотя бы в воду. Если реакции 0, то вы окончательно можете быть уверены в том, что бензонасос сдох. Точнее его моторчик. В этом случае, если вы желаете сэкономить, покупать новый бензонасос не обязательно, а просто покупаем бошевский насос за 1000 рублей, который в принципе подходит и на десятку, и на двенашку АвтоВАЗа. Далее предлагаю вам посмотреть, как с легкостью его можно заменить. Для начала отщелкиваем язычок, чтобы снять крышку бензонасоса. Далее убираем пружину и откручиваем хомуты на шлангах. Можно снять в принципе один шланг, чтобы не снимать крышку полностью. Если вам будет неудобно, снимайте все шланги. Ах да, чуть не забыл сказать, обязательно нужно снять клеммы с крышкой бензонасоса, чтобы они вам сейчас не мешались. Как видите, все шланги отсоединять я не стал, а также не стал снимать контактную группу с датчика измерения топлива. Мне это все не мешает. Далее я сдернул со старого моторчика клеммы. В принципе, плюс и минус там подписан, так что на новом мы потом установим их правильно. Далее отщелкиваем корпус бензинового фильтра, на нем имеется 3 защелки. Очень хорошо, когда столько рук участвуют в одном деле. И, кстати, рекомендую по максимуму из бензонасоса слить весь бензин и не курить во время его разборки. Хотя, в принципе, дело ваше. Далее снимаем бензиновый фильтр, если нужно, прочищаем его, запоминаем, кстати, как он здесь располагался, чтобы впоследствии его поставить точно так же, чтобы он потом не мешал корпусу встать на место. Далее просто моторчик вытаскиваем вверх, берем новый, убеждаемся в том, что они идентичные и устанавливаем все в обратной последовательности. Не забывайте все, что и как вы делали. Ну вот как-то так я с вами поделился тем, чем я занимался недавно. Надеюсь, что может быть кому-то эта инструкция все-таки будет полезна. Возможно, таким же профаном, как и я.